Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, чем нельзя кормить щенка. С одной стороны, это очень легкий вопрос, а с другой стороны, ответ на этот вопрос ищут практически все новоиспеченные хозяева щенков. Как только появляется щенок, то сразу же все пытаются себя обезопасить современными знаниями. Как правило, все консультации на этот счет начинаются перечислением продуктов, которые нельзя давать щенкам. Что щенкам нельзя давать колбасу, сосиски, шоколад, соль, перец. Ну и дальше так страниц на 4 идет перечисление продуктов, которые вредны для щенка и которые очень тяжело даже и запомнить. Не скажу, что там что-то неправильно написано, но зачем вам запоминать этот длинный перечень? Можно пойти другим путем, более легким и понятным. А главное — понять принцип, и тогда вам не придется запоминать все эти вредные для щенка продукты. Давайте обратимся к истокам. Чем питались предки наших собак в дикой природе? Какими-то млекопитающими, которых могли поймать и которых могли одолеть в схватке. Например, это могли быть какие-то ежики, зайцы или даже косули. Так вот, возьмите зайца за условный идеал пищи для собак. И когда возникает вопрос, а можно ли собакам давать копченую колбасу со специями, сразу представьте себе зайца и попробуйте отыскать в нем такую колбасу. Нет в зайце копченой колбасы, как нет в нем черного шоколада и экзотических фруктов. И много чего другого тоже нет, что находится в перечне продуктов, запрещенных для щенков. Как видим, все очень просто. И не надо запоминать длинного перечня вредных для щенка продуктов. А что будет, спросите вы, если щенку все же дать маленький кусочек, например, черного шоколада? Сразу возникает вопрос, а зачем это делать, если вы заведомо знаете, что это вредно для щенка? Ведь в зайце же нету черного шоколада. Но если вас все равно не покидает этот навязчивый вопрос, а что все-таки будет, если все-таки дать кусочек черного шоколада или какой-то экзотический фрукт, то скажу, что от маленького кусочка видимого вреда может и не быть. А может будет какое-то видимое расстройство. Все зависит от породы щенка и от индивидуальных особенностей и состояния его здоровья. У кого-то и от нескольких кусочков шоколада никаких видимых нарушений и расстройств не будет, а у кого-то и от одного кусочка будет нарушение пищеварения. Но то, что будет наверняка, так это отсутствие всяческой пользы. Человеку, кстати, тоже эти продукты далеко не полезны. Но человек – существо более крепкое, чем животное. Да и жизнь у него подлиннее будет, чем у собаки. Поэтому видимые отрицательные последствия от всех этих вкусностей у человека проявляются от значительно больших количеств таких продуктов и в более позднем возрасте, лет так после 40. Поэтому кормите щенка тем, что полезно для него. Это всячески натуральные продукты в сбалансированном рационе или кормите хорошими промышленными сухими кормами супер премиум класса. И не пичкайте свое животное чем попало, по принципу, что если мне это нравится, то, наверное, и щенку это доставит удовольствие. Вот и все, что касается вопроса о том, какие продукты можно давать щенкам, а какие нельзя. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!